Добрый день, друзья! Сегодня я напишу небольшую работу. У меня есть пару часов. Видео запишу без сокращений, как есть, с показом холста и палитры. Итоговый результат у вас уже в левом верхнем углу. Холст текстурирован. Не стал я вам это показывать. В принципе, везде есть в ранних, в прошлых моих видео, как это делается. Все это делается очень просто. Так, что хочу сказать. Да, работа быстрая, у меня всего пару часов. Приступаем. Итак, приступим. Краски и все прочее. По краскам. Так, где мой мастихинчик? Так, краски могут быть разные, но так, стандартный набор. Умбра натуральная сонет, сиена мастер-класс, кадмий оранжевый, кадмий желтый, темный, кадмий лимонный, охра, бирюза, ультрамарин фиолетовый, хинокридон фиолетовый, краплак розовый и имитация кости жженой. Все это мастер-класс практически. Может, кроме охра ладога. Да, и сонет ладога. То есть не сонет, а бирюза. Вот. Белила титановая, я использую гамму. Она густая. Я ее сейчас немножко разбавлю. Разбавление даст удобство в работе. Разбавляю white spirit, можно использовать скипидар, точнее пинен художественный. Скипидар очень пахнет, а пинен более-менее очищен и не такой запах источает. Этот финский white spirit, текуриловский, практически не пахнет. Так, вот разбавили, я немножко масла капну, потому что грунт акриловый. Он немножко тянет краску, и чтобы не было очень матовой работы, сразу немножко белила можно, то есть компенсировать вот этот разбавитель небольшим количеством масла. Здесь, кстати, тот же разбавитель и тоже немножко масла. Где-то процентов может быть 20. Повторюсь, лучше лак использовать вместо масла, но лак запах сильно имеет. Сильный достаточно. Я его особо не использую. Лучше лаком сверху покрыть, и в принципе все на место и станет. Так, достаточно мягко разбавляем. Так, вот такой мастихинчик советую для палитры сделать. В каком-то видео я показывал, как это делать. Вот так вот должно быть. Вот такая вот мягкость. Белила можно больше, белила не жалейте, краска недорогая. Вот я потому использую гамму совсем дешево, особенно когда оптом покупаешь, не жалеешь абсолютно. То есть у вас не должно быть чувства жалости какой-то к материалу. Вот эти краски достаточно дорогие, а вот это там 100 рублей за тюбик. Кроющая сила хорошая, состав хороший, такой же, как и у любых других производителей. Вот. Так, дальше. Большими кистями, большой кистью сделаю атмосферу. Прям вот таким флейцем. Большим. Так, пущу я, наверное, знаете, еще какую-то краску. Так, ты где? Вот, королевская. В последнее время очень мне нравится. Пущу вот такую полосу. Я показываю, как делаю импровизации, быстрые импровизации на тему, как вот такую вот цветочно-декоративную, абстрактную.
Так, восходящую диагональ, только не из угла в угол, конечно, а как-то вот, ну, вот сюда, вот пускай. Тонко, краска очень тоненько разносится. Да, что важно, серый цвет. Вот его можно прямо здесь сделать рядышком. Серым цветом будем облагораживать наши краски. Вот голубой, тот же голубой, очень насыщенно, он будет давить на работу, то есть немножко на сам цветок. Вот чуть-чуть можно вот так. Чуть-чуть понизить его насыщенность. Так, вот что-то вот такое мы сделали. Движения крестовые, вот такие вот. Вот. Холст светиться не должен, и в то же время перекрыть должен быть нормально, но и лишней краски не должно быть. Так, дальше. Снизу я сделаю, наверное, так, чтобы сделать. Так, ну вот тут сиена беру, умбру. Уголочком разбавляем, захватываем разбавитель, чтобы не было передозировки. Так. Нет, наверное, вниз теплые краски. Да, и вот этому акрилу можно было имприматуру дать, но поскольку у меня времени совсем немного, я это делаю как есть. Цветок я буду вписывать прямо в эту среду, в эту краску. Способов много. Я попробую светлый цветок вбить вот в эти краски. Достаточно светлый. То есть подойти к работе можно с разными путями. Можно сначала цветок написать, потом фон контрастный сделать. Можно в этот фон вписать, ну и комбинировать как-то эти подходы. Способов решения задачи всегда несколько. Так. Смотрим на работу, вот мы сейчас широко, то есть как бы не смотрим в участок, а смотрим на все по возможности, на все происходящее сразу, как бы расширенным таким взглядом, расфокусированным, чтобы видеть, как что к чему относится, какой цвет, ну вообще, чтобы было сразу гармонично. А не потом, не в расчете, то, что потом как-то объединим, лучше уже сразу все это. Так, времени засек. Так, 11:55, 12, грубо говоря. Вот часа в 2 мне нужно уже закончить. У краев аккуратно брызги летят жидкой краской. Особенно верхнего края, прямо так вот сделаешь, и прям брызги. Аккуратненько. Вот сейчас чуть-чуть я объединяю цвета. Вгоняю один в другой, пока краска не стала, пока она не подгустела. Так, что тут можно еще придумать? Зеленый. Я не взял зеленый, но попробую, может, без зеленого. Лимонка с черным тоже дает зеленые оттенки хорошие. Так.
маслом аккуратно, особенно если вы начинающий и с маслом, добавлением масла в разбавитель и в краски. Разбавитель не помешает, вы можете легко работать, исправлять ошибки. Когда работаешь с добавлением масла, особенно когда его много, возможно наступление такого так называемого перемасливания, когда слой перемаслен, все такое плавающее, такое скользит все. Особенно когда много ошибок, ты исправляешь, как бы перебиваешь масло, все больше и больше становится и в грунте, и на поверхности. И как бы это мешает, особенно начинающие, не могут справиться, и все вот это со всеми вытекающими. То есть по возможности или вообще не добавляйте на первых этапах масла, или же в минимальных количествах. Так, чуть-чуть потемнее, что-то хочется вот сюда. Так, вот, допустим, вот такая вот среда у нас, среда это, атмосфера, что ли, для цветка, предварительная. Вот, если есть какая-то лишняя краска, у меня ее нету, можно снять. Нет, в принципе, немножко есть. Можно снять, можно тряпкой аккуратно. Тряпкой, которая не дает ворса, какой-нибудь ХБ, не очень старой тряпкой. Чуть-чуть оттереть. Вот такие тряпки синтетика, они дают ворс, не тканое полотно, они дают ворс, лучше их не использовать. Особенно если у вас грунт немножко шершавый. Так, что это? Так, теперь цветок. Закладываем внутренние тени под цветок. Цветок, какой-нибудь светленький сделаю. Это видео я записываю скорее для своих мастер-классов, чтобы и человека отправить, как бы посмотреть, прежде чем писать цветы. Ибо это, так, не просто все. Цветы это достаточно сложная штука. И чтобы на стене висела такая несложный этюд, который именно для начинающего был бы полезен. Так, внутренние тени вот такие теплые сделаю. Вот. На периферию серый цвет нужен. Так, серый, лимоночка, серый разбавитель. Сравниваем все время вот под подмалевочек, под объект с белилами. Но если мы белое что-то будем писать, так, даже фиолетовый чуть-чуть можно зацепить для разнообразия. Фиолетовый — это у меня колер, смешанный краплак розовый мастер-класс с голубой FC мастер-класс. В пропорции примерно 1 к 6, 1 к 8, то есть 8 частей краплака и чуть-чуть. Получается такой красивый фиолетовый оттенок, рабочий, очень кроющий, красивый, лессировочный. Так, вот такой вот подмалевочек под цветок. Вот эту вот область все время забываешь ее затемнить, это очень важно. Вот если он туда у нас смотрит, или куда его, да, пускай вверх смотрит. Так. Вот эта темнота на складках цветка. Если, как видите, я даже и кисть не особо не мою, использую вот эту грязь, которая, замесы, которые вот здесь, это для
того, чтобы у нас объект не был очень ярким, очень таким излишне ярким. Так, краска начала немножко подстывать. Сейчас, повторюсь, лето, у нас все очень быстро подсыхает. Можно на вентилятор быстренько поставить, чем-то другим заняться. Можно еще что-то делать. У меня такой возможности нету, по времени ограничен, поэтому буду прям по-сырому. Беру цветочную кисть и вот так вот. Можно это строительной кистью, я во всех видео показываю, но для скорости можно взять. Строительная кисть более управляемая, ты более деликатно все это можешь какие-то вещи делать. То есть советую подождать, когда разбавитель выветрится полностью. Я это умею делать деликатно, а подсохшего может даже такая вот, ну, как у начинающего, грубая достаточно рука может сделать все вот это. И повторюсь еще, вот если делать это цветочной кистью, плоской, повторюсь, ссылка на приобретение цветочных кистей в описании. Покупайте, пока еще не подорожали, потому что все дорожает. Это у меня еще старые запасы есть, не распроданные. Так вот, кисть, берем краску, уже не разбавляем, более-менее густую, относительно густую, вот эту. И кисть должна лежать практически перпендикулярно к холсту, чтобы, если даже немножко забудем, вот так вот начнем рисовать, щетинки войдут в углубление, и вот этот эффект не получится, пропадет. Возьму свою китайскую, сейчас, секундочку. Китайская. Так, вот немножко осталось. Это самодельная краска из китайского порошка, пигмента строительного. Ну, то есть она ничем не отличается от обычной краски. Замешано также на льняном масле, вот здесь под водичкой, вот он замес, под водой, чтобы не сохло. Вот беру немножко. Вот она более яркая, в отличие от вот этих наших русских, российской охры. Так, секундочку, у меня тут маленькая авария, краска упала. Так. Так, далее. Вот тут вода даже немножко, она абсолютно не мешает. Вода никаким боком не смешивается с краской, она потом из нее просто испаряется. Люди под дождем пишут, даже под водой какие-то есть художники, которые рисуют обычными масляными красками. Так, вот. Вот эффект. Такой должен быть усложнение, надеюсь, все это видно на экране. В конце я, наверное, если не забуду, я поближе все это покажу. И пересветляем без нужды. Вот тут вот это явно пересвет, так сказать. Чтобы цветок выходил вперед немножко, хотя я, может, и делать этого не буду, но вот так, чтобы объект выходил, у нас есть в наличии контрасты. Это тональные, температурные, текстурные, можно за счет текстуры, выпуклости как-то выдвинуть. Вот, поэтому светлый цветок, он не должен лежать на слишком, например, светлом подслое, ну не подслое, как это, на фоне. Вот, иначе он так растворится, не будет виден. Но в данном случае, возможно, я не знаю, как пойдет дальше. Это работает, фантазия абсолютная, то есть импровизация. То, что я и люблю, когда не давит заказ, когда не давит, а когда ты просто вот берешь и развлекаешься. Вот, так
дело живое, он пойдет, может быть, захочется его выдвинуть, может его захочется, наоборот, растворить так, чтобы он исчезал, едва читался в фоне, в окружении. Так, да, и то, что важно, очень важно, на высветление. Все время более светлая краска на своей более темной подложке. Не наоборот. Наоборот, поверьте, это очень некрасиво. Можете попробовать. Неестественно. Грязно. Так, вот грязная бирюза, кстати, хорошо зашла. Бирюза, кстати, очень любит смеси. Бирюзовая краска, особенно от Ладоги. Она красивее, чем бирюза от мастер-класса. Очень любят замесы с коричневым. Как-то я пропускал эту пару. Бирюзу мешал часто с краплаками. Хорошее сочетание получается. Замесы. Но и с коричневыми тоже очень такие приятные оттенки. Вот. Так, ну как-то вот так. К фону я еще вернусь. Сейчас буду начинать цветок. Сейчас вот чуть-чуть подчеркну этот белый. Смело заходим на заготовку. Ничего страшного. Вот, краски не ярчим. Не ярчим ни в коем случае. Точнее, не ярчим. Я все время путаю эти два термина. Не ярчим, а насыщенность, с насыщенностью аккуратной. Без нужды не трогаем яркие краски. Работаем на вот такой легкой грязи, можно сказать. Ну, точнее, это пастельные оттенки скорее. Пастельные, спокойные. Грязи как таковой нет. Бывает неуместный цвет в окружении. Такое бывает. А любой цвет может найти, даже самый-самый грязный, какой-нибудь невнятный бурый бордовый цвет может прекрасно прозвучать там, где он хорошо ложится, ну, в уместном окружении. Так, ну ладно, пока вот так. Вот, как видите, масло, которое я добавлял, особо не мешает. Но это я просто знаю, вот эти грунты, акриловые грунты, они почти всегда немножко втягивают масло, поэтому можно эту их особенность компенсировать аккуратненько добавлением масла в краски и в разбавитель. Так, сейчас еще поправлю. Наверное, более контрастно все-таки сделаю цветок. Подложку под цветок. Прям по центру получился. Ну ладно, вообще по-хорошему, если мне такая скорость, если вдумчиво работать, его бы опустить, если он сюда смотрит, то его бы опустить чуть ниже и чуть левее, чтобы было пространство для... Ну, я это попробую какими-нибудь листьями компенсировать вот это вот легкую, небольшую недочет небольшой. Так, снял краску. Опять же, по-хорошему вот этому этапу нужна легкая просушка, легкая усадка, испарение разбавителя. Я ждать не буду сразу. Дополнительно еще немножко разбавляю для цветка белила. Вот прям, наверное, из этой банки. Небольшой кусочек я для работы с фоном оставлю, а вот это у меня на цветок пойдет.
резистенция, вот он падает с ножика. Так, ну это как обычно я учу всех начинать с середины, хотя, ну, может это... да, секундочку, чтобы был, ну, как бы... Так, куда я пойду? В теплую сторону, в холодную? В общем, чтобы не было, как бы, как вам сказать, разбелки и жесткости написания цветка, я сразу колерую вот эти белила. Каким угодно, фиолетовым, легкий фиолетовый оттенок, там, я не знаю, голубой можно. Вот что-то мне рука потянулась к желтому, к лимону. Вот, все, это у меня будет белый цвет, вот. Все. Так, теперь я беру, опять же, чуть-чуть серенького делаю. Серый цвет базовый, он, ну, черный точнее, в разбелке это белый. Универсальный ахроматик, то есть он очень деликатно все понижает насыщенность любой краски. Так, подбираю. Что я подбираю? Подбираю полутон. Сначала такой спокойный цвет. Не свет, а так, ну, полутон. Промежуточный цвет. Так, ну вроде ничего, вот подходит. Обязательно должен подходить под свою подложку. Вот у нас центр, примерно вот здесь, вот эта область. Вот, ну, как я всем показываю схему цветка, направление. Важен контур, размер, то, что мы сделали пятном таким общим. Точка схода, вот она где-то вот здесь, туда будут уходить лепестки все. Вот, ну, надеюсь, вот на этом примере, который у вас в правом верхнем углу, на финальном результате, вы понимаете, о чем я говорю. Где-то вот здесь эта точка. И серединка тоже важная, вот эта вот пустая область, она очень важна для построения цветка. Кисть всегда находится перпендикулярно вот этой вот серединке, плюс-минус вот этой области. Вот она, раз. И заходим, но ведем вот туда, вот сюда, мысленно. Видите, я поставил, раз, и оторвал. Вход четкий, выход с отрывом. Это важно, чтобы как бы уходило в тень, мазок уходил в тень. Вот здесь вот так, перпендикулярно, раз. Вот тут уже вот так поворачиваем. Перпендикуляр. Все время как бы вот оно, начало любого движения, кисть у нас стоит как привязанная, вот примагниченная вот к этому, вот этой области. Всем говорю, мысленно представьте, вбейте гвоздик, резиночка привязана к центру. И то есть у нас не будет вариантов начать неправильно на движение. Вот так, здесь вот так, например, так. Тут вот она перпендикулярно, тут просто они в ракурсе, мы просто движениями коротенькими, раз, вот так вот делаем. Так, внутри немножко. Естественно, не до фанатизма вот эта вот перпендикулярность. Почему? Иначе тогда у нас получится как слишком схематичный математический цветок, такой вот симметричный, типа астры. Даже хризантемы не любят вот это вот. Они тоже там чуть-чуть вот эти искажения присутствуют, такие поигрывания. Но базовый прием именно так. То есть в начале, если пион не покрутило вот уже возрастом, если он еще молоденький, там вот это вот все очень четко, вот эта симметрия. Лепесток, если он еще его не начал крутить от времени, он начало свое имеет, ну, начало, вот эта площадочка, она перпендикулярна центру. Вот. Так. Вот такой полутон приятный, спокойно вписывается хорошо в атмосферу. Так, может еще какой-нибудь пион. Слушайте, тут мне еще место есть для пиона, давайте их два нарисую. Вот, чем хорошо живое импровизация. Это доставляет удовольствие. Ты хозяин, ты творишь, вот это я люблю. Так, не хотелось бы его вверх поднимать, ну ладно, я чем-нибудь опущу. Но, естественно, они не должны быть на одном уровне. Это как бы композиционная ошибка будет. Так. Вот намек на цветок.
сделаем подмалевочек. Такого же цвета, тоже светлый, но поскольку у него подмалевок немножко другой, соответственно, он сам по себе будет немножко отличаться от вот этого. Вот тут больше, например, желтых в подмалевке. И опять же вот эту вот подкладочку, вот это вот, о чем я часто забываю, точнее не то, что забываю, ее часто очень не хватает. Вот она есть, а потом раз и не хватило. Вот так. Так, и серая периферия, серенькая. Вот они пускай друг на друга смотрят. Полутон. Раз, проверили. Первый проверочный. Уточнили немножко. Так, ну вот. Как-то вот так. Тут тоже вот вокруг. Вот этой вот серединка. И вот туда ведем. Раз, вот как пальцы. Вот они. То есть я рисую вот эти вот только кончики, а мысленно он пошел туда в центр. Так. Тоже немножко небольшой хаос, то есть с нарушением этой схемы. Но ее нужно всегда иметь в виду. Вот, потом посветлее немножко. Так, нет, чуть-чуть. Вот так, пожелтее. И уже, смотрите, свет, ну, например, рассеянный свет сверху, какой-то неопределенной температуры. Не солнце. Когда солнце пишет, все жестче должно. Пускай будет такой теплый, но рассеянный свет сверху. Да, кисть двойная. Она так устроена. Она может и тоненько ударить, тоненько, если давление. И вот так вот достаточно. Вот смотрите, какой лепесток, он прям двойной, слитый, если надавить на кисть. Вот этим нужно так владеть, это моторика. У кого-то, кстати, она очень быстро приходит, вот именно это понимание. Так, теперь побольше кисточку для пятерка, для уже больших лепестков. Тут та же история. Тоже вот эта плоскость перпендикулярна центру. Именно вот этой вот области. Вот ставим, ну вот, например, вот лепесток сюда. Так, ярко. Вот так. Очень насыщенный цвет какой-то, не богатый, тупо желтый. Немножко можно чем-то обогатить. Или черным, или еще каким-то фиолетовым. Хорошо, гасит желтизну. Да, и немножко относимся к этому. К белилам, ну, к светлой этой краске бочком, чтобы был такой вот как бы градиент, неравномерность на краске. То есть вот тут светлее, чем вот тут. Тогда он автоматически немножко вогнутость проявляется, имитируется. Так. Так, что-то в цвет не попадаю, в оттенки. Не нравятся оттенки. К низу, естественно, теплее. Так, вот какой-нибудь кадмий возьму. Кадмий светлый. Так, аккуратненько. Ну вот, хорошо. Вот теневые. Они, ну, в данном случае, если я теплый такой, не холодный свет пишу, они от вот этих лепестков возьмут теплый рефлекс. То есть здесь никакого синего цвета, теплый. Вот перпендикуляр, раз, повели туда. Скорость здесь не важна, это я быстро рисую более-менее. Тут можно спокойненько взять, поставить, можно какой-нибудь зарядить спецэффект, типа вот такого поставить и так раз, спокойненько, оп, увести. Так, со спецэффектом перебор. Тень, вот эту, которую мы рисовали, аккуратно, не забиваем ее. То есть она должна, ну, вот эти вот между лепесточков остаться. Потому что
потому что тогда исчезнет материальность. Ну, не материальность, а вот эта разница. Разница в плане, тональная разница, и объект исчезнет, он станет плоским. Так, вот я сразу даже побольше кисть возьму какую-то. Вот, да, и вот эту краску я еще разбавляю, вот о чем я не сказал. То есть еще прозрачнее делаю. Вот эти лепестки поймают света больше, чем вот эти. Собственно, как вот здесь свет такой же, вот они поймают, и такое же количество поймают и вот этими участками. Так, и сразу можно поддержать вот этот цвет куда-то еще в фон. Контраста здесь не очень большой, тут нет темного окружения какого-то, мы краску не захватываем, то есть нет необходимости аккуратно очень работать, можно смело с лепестком вот сюда заходить, то есть даже если мы захватываем периферийные краски, это только обогащает, но не грязнит. Вот если бы рядом такая краска лежала темная, тогда уже будет проблема, вот нужно было очень аккуратно и вдумчиво работать. На малых контрастах можно достаточно смело все это делать. Так, вот прям практически маслом рисую, не маслом, а разбавителем. Вот краски практически нету. Вот, на самом деле ее тут нету. Какая-то грязца, а все равно что-то рисуется. Она единственное, что вот такой мазок, он может со временем, не со временем, вот буквально минут через 20 немножко стать не таким светлым, потемнеть. Такое бывает, белила, краска тяжелая, именно титановое белила, она вот в этом разбавителе успевает утонуть. А на пигмент, на частички пигмента белил успеют подниматься за время, пока разбавитель выветривается, успевают подниматься более легкие пигменты. Например, такие как сажа. Почему, собственно, сажу не любят? Она за это время всплывает, и работа как бы чернеет. Когда работаешь с сажей газовой, желательно на разбавителях не так сильно разбавлять краску, тогда этого эффекта нет, и бояться ее не нужно. Сажа газовая отличная краска нейтрального черного цвета. Вот. Или такие другие пигменты, которые вот тут какая-нибудь зеленая, легче, например. И она бы всплыла, позеленела, например, этот мазок зеленым стал. Вот, это такой известный эффект. Вот. Светлее. Так.
разными оттенками, не таким моноцветом, но с оттенками аккуратно. Чуть-чуть, чтобы они так отличались и 2. Камера может не берет вот эти вот. Они здесь есть маленькие такие легкие отличия. Без них живопись как бы не живопись, она такая. Она уже в графику переходит. Нам нужны вот эти микроразличия в оттенках. Они получаются умышленно, когда ты вот, осмысленно что-то меняешь, а также случайно, когда краска, когда аллоприма вот в один цвет, сюда зашел, берет разные оттенки и потихонечку первоначальный мазок постепенно отличается, изменяет оттенок, тон, тональность, пригрязняется или берет какие-то оттенки периферии и немного обогащается неосознанно. Это тоже хорошо. Но нужно уметь и осознанно менять вот эти оттенки. Законов каких-то нет, и можно даже в светлое взять до голубое, попробовать. Просто методом проб. Это хорошо, когда с натуры пишешь, тогда это более-менее все видно, ты уже осмысленно берешь. Когда пишешь из головы по воображению, тогда это можно брать вот прям пробовать. Вот слишком голубой был, сейчас я чуть-чуть фиолетовый оттенок поменял. Так, вот, кстати, вот интересный цвет, несколько мазочков можно оставить, чтобы разбить вот эту желтизну, вот такой вот этим каким-то фиолетовым легким оттенком, прохладным, более холодным. Так. Ходим как бы, грубо говоря, кругами. Вот то, что сделали 5 минут назад, немножко выветрилось, пускает еще какой-то дополнительно сделать мазок, поправку или что-то еще. Желательно не сразу возиться с одним лепестком, дать ему чуть-чуть отдышаться, это будет более качественно скажется на работе. Так, вот такую кисточку можно, торцы какие-то, да, вот здесь слились, можно процарапать или кистью, или чем-то. И вот о чем я говорил, смотрите, исчезло вот то, что делает контраст. Вот в этих местах все достаточно контрастно. Куда-то опять все это пропало. Точнее, вот я ее забил мазками работой. Чуть-чуть придется ее немножко доставать. Вот здесь влажно очень, я подожду. Немножко попозже я это постараюсь сделать. Вот, кстати, такая кисть тоже для деталей. Обычная круглая, с острым кончиком. Какие-то детали можем делать. Так. Так, уже картина просит зеленой краски. Так, вот беру плоскую кисть из набора. Сейчас уже набор идет вот с такой плоской кистью. То есть раньше я Рублев использовал, но Рублев что-то подвел меня с поставкой с одной. Сейчас я вынужден делать вот с такой кистью, но в принципе и не хуже. Это ничем не хуже. Тоже проклеенной эпоксидной смолой для листьев, для всего вот такого. Именно вот такая кисть. И для растушевок, и для вот таких вот. Тоже очень хорошая кисть получилась. Так, зеленый. Умбра. Так, вот тут я как исключение темным по светлому. Так, меня там слышно. Еще раз извиняюсь, все время извиняюсь
за повернутый холст, за голову в кадре я никак не могу приспособиться. Такая камера, именно длиннофокусность именно объектива именно такая, что никак по-другому ее ни сюда не поставить, ни дальше не. Вот. Поэтому в ракурсе и с головой, но в правом верхнем углу вы видите картину итоговую без искажений. Я думаю, каких-то сложностей восприятия урока не должно возникнуть. Так. Опять же, вот те же движения, пока вот творожистый, я не знаю, как назвать этот мазок, ну такой рыхленький. Кисть лежит, краска не разбавлена, более-менее густая. Кисточка лежит, ну как в градусе измерить. Вот, примерно вот старайтесь, вот, чтобы вот такой был градус подъема. То есть кисточка не в состоянии проложить краску, особенно когда ее не очень много на кисти и она не очень жидкая, в углубление текстур, фактур, и он сам собой, мазок, становится уникально сложным. Особенно когда вы краску подобрали хорошую. То есть очень хороший такой вот прием для атмосферности. Вот. Так, вот эта темнота, которая куда-то исчезает. Так, вот здесь нужны еще лепестки. Прошло. Вот такие, вот этот ряд лепестков тоже не очень светлый, теплый, не холодный. Холодным можно ударить вот по вот этой, вот здесь, например, чтобы не было одним теплым написано. Ну, то есть, как и договорились, смотрите, ну, вот в данной ситуации их всего лишь несколько вариантов. Свет рассеянный с теплым оттенком, тени, рефлексы нижние тоже с теплым оттенком, если снизу нету ничего такого холодного, там явно там голубой травы или еще чего-нибудь такого. Вот. Поэтому рефлексы от этих лепестков дают происходящего, теплом ударят. А, например, одну сторону можно все-таки охладить чуть-чуть, так, перебор, охладить, чтобы не было все теплой краской написано. То есть, ну, мы все равно должны внести холодный оттенок. Вот этого одного мало. На объекте тоже, ну, на предмете тоже должен быть игра теплохолодности. Так, ну вот как-то вот сюда я вношу, ну, если видели, что-то грязновато-фиолетовое, точнее тепло-фиолетовое, это теплый цвет, теплая достаточно краска, но рядом с желтым она кажется холодной. Так. Хорошая краска, спокойненькая, серенькая, вот я сюда ее. Так. Спецэффект. То есть немножко коснулся темной краски и вот так на удачу. Так, вот сюда можно раскрыть лепесток. Не забывайте разбавлять. Вот люди приходят ко мне на занятия, раз-два скажу, все равно забывают. Это, ну, потому что техника новая, она другая для человека. Человек не привык так разбавлять краску. Но это нужно делать. То есть только тогда получится прозрачность лепестка. Так, вот также перпендикулярно ставим и уводим вот туда с изгибом. Вот примерно вот отсюда они все выходят, все вот эти лепестки. Так, вот так можно завернуть его немножко.
можно, пока подсыхает, краска на цветках, можно чуть-чуть листьев, что ли, нарисовать. Так, берем черную, желтую или синюю и желтую, или зеленую краску из коробки. Сейчас попробуем, пойдет это, не пойдет. Цвет должен подходить под, ну и под палитру, да и на полотне должен смотреться. Так, ну вот хороший спокойный цвет, не яркий. Такие какие-то большие листья здесь, наверное, не поместятся. Ну, точнее, конечно, поместятся, но они ни к чему. Намек на такое вот что-то. Да, лист, повторюсь, вставили перпендикулярно плоской кистью вот этой вот. Вставили, раздавили, увели. Грейси, хватит. Грейс. Грейс. У меня тут собака спит. Похрапывает. Лабрадор. Даже не слышу, что я ее зову. Так. Не ярко, повторюсь. Если мы хотим выделить вот эти такие спокойные, красивые, ну, оттенки нежные. Зелень, зеленая краска, она погасит сразу. Цветы перестанут, их незаметно будет заметна зеленка. То есть вот видно, не видно, я не знаю, цветопередача. Так, вот вроде неплохо. Так, на руке проверю, извините. Более-менее. Видна или нет, вот она, цвета совсем не. Ну вот если я зеленую краску выдавлю, тут даже мы назовем это оливковый какой-то, серовато-оливковый. Вот таким цветом и пишем пока что. Так, что-то крест-накрест некрасиво. Аккуратно с зеленым. Очень аккуратно. Чтобы вы не писали даже пейзаж. Пишем очень аккуратно. Аккуратно относимся к зеленой краске. Так, вот тут тень пойдет на наверное. Так, вот еще раз. Перпендикуляр. Отмечаем длину. Ну, пускай вот такой не очень длинный будет. Ставим раз и увели вот сюда. С изгибом. Поправили. Раз. Так, перебор. Вот так. Потом еще немножко по объему поработаем. Лепестков. Так. Вот эти торцы можно аккуратненько вот этой кистью или взять какую-нибудь кисточку не очень большую, точнее тонкую. Вот, хорошо. И показать торцы. Вот пока она подсыхает, краска, пока ее трогать нельзя, можно аккуратненько. То есть будет, вот если верхний свет немножко левый, вот этот торец загорится, вот тут, если лепесток показываем, вот этот верхушка. Вот, ну вот тут можно чуть-чуть отметить, но вот здесь уже ничего не зажигаем. Вот эти торцы. Часто начинающие все поджигает, все края. А горят-то только вот эти, которые вот обращены своим именно торцом кверху,
который торцом к низу, мы не поджигаем, не выделяем свет. Так, вот эту нижнюю часть. Так, теперь можно аккуратненько. Так, сейчас еще лист один вот поддержу вот этот каким-нибудь. Аккуратно с биссектрисой. Биссектриса неприкосновенная, то есть нельзя сюда ни линию вести, ни объект какой-то рисовать. Аккуратненько. Вот я сейчас чуть практически попал в нее. Да, что касается листьев, тоже все. Вот тут особенно важно градиент. Мы берем градиент с одной стороной, захватываем светлую краску, вторая сторона должна быть потемнее. Тогда получается объемность. Вот как здесь немножко чувствуется, светлее, темнее. То есть он как бы мысленно вот так вогнут. Осталось только, может быть, какую-то прожилку нарисовать и торец зажечь можно. Да и все. Он даже черное с желтым хорошо делает зеленые оттенки. Не говоря о том, что если синий взять с желтым, тогда, конечно, будет даже перебор. Или бирюза с желтым даст очень яркий. Именно с лимонками. Да и с желтым. Просто с желтым тоже будет намек на желтый с черным. Оранжевый даст даже оливковый оттенок с черным. Так что пользуйтесь. Иногда это очень такое приятное сочетание. Вот, смотрите, практически вот оранжевый беру черный, белила немножко, и вот такой получается. Так, чуть-чуть лимоночки. Вот он, спокойный зеленый. Так, вот краска уже, быстро работает, немножко она все-таки влажная. По-хорошему сейчас самое время подразрушить все это дело. Вот так взять и вот так, да, растаскивается. Чтобы качественно разрушить, разбавитель должен выветриться полностью. Разрушение я называю, такое не смазывание, а вот именно когда вот таким способом поверху там что-то нарисовано, ты раз или ножом снял, или вот так кистью усложнил, как бы испортил немножко. Вот. Это как бы, да, не знаю, это эффект такой очень приятный, хороший. Хинокридон розовый, мастер-класс, очень хорошая краска. Тоже краплак не берите, краплак такой противный оттенок дает. Краска хорошая, но в разбеле она так, в разбелке она не очень красивые оттенки дает. Слишком яркие, слишком какие-то
неестественный. А вот хинокоридон штука хорошая. Их несколько видов есть. Берите эти краски, очень такие светостойкие. Во-первых, максимальная светостойкость, не очень дорого и хороший спектр, то есть хорошая насыщенность, большая насыщенность, яркость. Акроплак немножко, чуть-чуть неестественный оттенок дает, по крайней мере розовый, и светостойкость не очень. Всего лишь 2 звезды, то есть так все. Так, вот это я чем занимаюсь? Обогащением. Опять же, вот создаю, пока делать нечего, пока тут краска подсыхает. Вот беру тот же хинокоридон с серенькой и вот этим вот цветом. Получается такой, серым я успокаиваю хинокоридон. Получается такой спокойно, благородно, ну, фиолетовый, что ли, теплый фиолет. Вот это разрушение, о котором я говорил. Вот здесь был мазок, он немножко выветрился. Вот я поверх его раз. Там вроде и остался этот зеленый листик, но он такой уже разрушенный. Он уже такой с эффектом цветной штукатурки, мозаики, или как это, венецианской штукатурки. Не мозаика, да, штукатурка, разрушенная. Фреска, вот фреска. Правда, ярковатая достаточно, но эффект старой фрески. Конечно, если брать не такие яркие краски, получится, можно сделать, работать в эффекте фрески. В этом нам помогает, очень помогает вот эта текстура. Вот опять, вот я чуть-чуть разрушил. Так, я, наверное, сделаю перерывчик. Мне нужно, чтобы подсохло. Сейчас 12:50. Минут на 10 я на вентилятор вот это дело поставлю и потом включусь. Так, 5 минут на вентиляторе побыла, на сильном вентиляторе. Смотрим, чтобы не очень блестело. То есть смотрим отражение, чтобы краска такая была полуматовая. Тогда с ней можно работать. Когда она сильно блестит, лучше ее не трогать. Так, сейчас проверим, что у нас тут. Да, вот она немножко цепляет, ее можно немножко подразбить. Разбить и потом немножко еще уточнить что-то. Вот можно, кстати, это делать и аккуратненько мастихином. Вот она, раз, разрушилась. Так, грязь. Вот мастихином можно усложнить. Но мастихин делает это грубовато. Кисти делают это более деликатно, более управляемо. Кисть прям поискать место, куда можно положить данный оттенок. Еще раз повторюсь, аккуратно за голубой, вот этой небесной. Очень красивый цвет, но в чистом виде она, особенно когда большой участок, она гасит окружение. А для этого я немножко сереньким
присаживаю вот этот цвет, усаживаю. Вот если нужен поярче зеленый, бирюзы с желтым. Это, конечно, перебор по яркости, но вот такой вот получается. Не везде. Смотрите, где-то такой участок, где-то такой по температуре и по способу укладки, разные должны быть, особенно по температуре. По температурам я называю вот насыщенности и температурные характеристики. Зеленый, тепло-зеленый, тут холодные серые, синие, тут темные, такие скорее холодные оттенки. Чтобы были разные углы и участки, они везде одинаковые. Это, по опыту знаю, что именно начинающему понравится цвет, раз, везде. И все пропало. Не пропало, точнее, ерунда получается. Так. Вот, разрушил вот этот цветок, даже, возможно, с перебором. И теперь мы чуть-чуть его подвытягиваем немножко какими-то деталями. Самое вот с этим. Троечкой какой-нибудь бутончик можно сделать, такой начинающий раскрываться. Теневую делаем. Какой-то вот такой еще цвет какой-нибудь, такой неопределенно сложный. Композиция, смотрите, она где-то по центру. Композиция, нам бы желательно ее понизить. Так, куда тут чего? Вот сюда прям перебью вот эти два лепестка, к тому же мне неохота с ними возиться. То есть не отдельно куда-то, хотя такое тоже можно перебить. Это хороший прием, когда накладывается один объект на второй, второй на третий и так далее. Так можно имитировать глубину пространства.
Да, хорошее сочетание. Бирюза с охрой тоже дает такое, ну, не знаю, какой-то зеленоватый оттенок. Иногда нужно. Ну, может, не в этой картине, но вот хорошее сочетание. Синий плюс FC с желтой охрой тоже хорошее сочетание дает. Вот разбелка. Я тут уже начал, у меня закончились вот эти белила окрашенные. Сейчас я это немножко поправлю. И чем хорошо окрашенность белил, вот то, что я сейчас сделаю. Нет вот таких ошибок, когда попадают недомешанные белила, и нет, они очень жестко смотрятся, неестественно. Такого быть не должно. Белые, ну, камера, может, это сейчас не показывает. А когда окрашены, такого не происходит. То есть такой эффект, даже вот где-то не домешан, то их полно этих мест, и ничего не фальшивит. А вот это бросается сразу в глаза. Так, пережелтел немножко, ну, посмотрим. Так, ну, допустим, пока вот так. Пока вот так и... Так, какая-нибудь плоская кисточка нужна, небольшая, вот такая вот новенькая. Не нашел подходящего ничего. То есть для маленьких листьев, не для таких, для вот таких есть у нас вот такая кисть для больших, она может при давлении еще шире дать лист. А для вот таких вот небольших листиков плоская новая кисть, то также жидко разбавленная. Так, вот сюда куда-нибудь перебьем, сюда листик. Также ставим по направлению, давим, уводим. Так, желтого много. Сейчас переделаем. И недомешанности здесь важны такие вот, чтобы тянулись полосочки. Вот сразу заболтался. Раз, повторяет одно движение, второе. Хорошо, что они еще разного размера. Будь они еще похожего размера, это очень бросалось в глаза. Это так называемой регулярности или повторы. Очень внимательно. Человеческий мозг сравнивает подобное с подобным, то есть лист с листом, зеленый с зеленым, и он отметит вот эту вот одинаковость. А в природе такого практически не бывает. И вот эту фальшь он почувствует. То, что работал человек, человеческий мозг, и сделал такую ошибку. Регулярностями это называют. Аккуратно с этим. То есть вот когда что-то делаем, смотрим, не повторяет ли он что-то. Или вот два цветка, чтобы они в одну сторону не смотрели. По крайней мере, если они относительно одного размера и одного цвета, это тоже будет очень заметно. Природа не допускает, почти не допускает вот таких вот повторений. Да, вот сейчас можно подобрать какой-нибудь поконтрастнее какое-нибудь место сделать. Так. Так, перебор небольшой.
что-то непонятное. Это можно назвать грязью. Тут сразу много оттенков, и красный, и желтый, и черный, и какой-то и синий даже попал. Понятное дело, что это скорее грязь. Но она уместна каким-то местам очень даже хорошо. Вот этот спокойный, какой-то неопределенный цвет. Даже тут цвета нету здесь. Тональность скорее. Если писать только ярко, что любят начинающие, только в погоне, в смысле, что будет красиво. Нет, красиво не будет. Будет, как правило, лубочно. За редкими исключениями. Некоторым техникам, некоторым стилям идет яркость. Поп-арт какой-нибудь, там что-то еще. Но и все, возможно. Так, вот то, что мы сделали, нанесли, нужно замаскировать. Обрезку какую-то мы маскируем. Так, вот красный хорошо пошел. Да, и плоской кистью мы можем немножко вот это вот отделить лепесток от своей тень, цвет от тени. Только подобрать цвет нужно правильно. Да, и вот так вот можно лепестки поотделять. Вот тут слилось в кучу, ну почти слилось. Вот так можно или пустой кистью, или подобрать цвет, или отжатой кистью. Она тоже, когда ее сжимаешь, ее краска сжимает, как бы она тверденькой становится такой. И вот этим, как мягким мастихином, немножко можно достать нижнюю краску, которая там была. Она первая, ее взял акриловый грунт, там он ее первую и держит хорошо. Вот этот первый слой можно достать из-под верхней краски. Вот. Так, уже час прошел. Нижняя. Спецэффекты делаются обратной стороной, какая-то любая краска берется и вот так раз. То есть сначала мы что-то сделали, вот, например, вот доуложили мазок, взяли кисть, краску на кисть, то есть она вот сроднилась с этим, ничего не меняя, берем какой-то оттенок, в данном случае еще красную полоску. Если есть излишки, вот там лишнее сняли, именно обратной стороной. Вот видели я вот этой, а писать буду вот раз, иначе слишком грубо может прозвучать. Вот еще раз покажу, например, ну вот здесь какой-нибудь вот мазок, смотрите, вот я его, все, это меня устраивает. Теперь обратной стороной, ну не знаю, вот лимоночки возьму, попробую, излишки, если есть, убираю, и опять же сюда ставим, и вот так раз. Ну, почти не видно, ну, я вам ради принципа показываю. Так, чуть-чуть вот сюда, вот это максимально ловит
свет еще можно зажечь вот этим цветом. Так, вот чуть-чуть еще такого яркого зеленого попросилось как бы вот в этот угол. Очень сильно закрываю вам окно, этот обзор, но мне так бликует. Вот такое вот пока что ничего не придумаю, чтобы вот найти место, чтобы вам не мешать. Просто бликует, я как бы бликует окно, я вынужденно смещаюсь в эту сторону, забыв о камере. Так, английскую красную забыл, но сделаем вот такую английскую. Коричневый плюс кадмий красный похоже на английскую. Вот у нас этот угол получается теплее, вот этот холоднее. Верх легче, низ потяжелее. Вот таким способом можно снизу, вот если лепесток длинный, чуть-чуть его раз, он как бы вогнулся, то есть завернулся. То же самое, ну тут не буду, слишком-то длинный получится. Так, слишком тепло. Кстати, королевская с этим, с лимонками, с желтым, с кадмием желтым светлым тоже такой приятный цвет дает, необычный. Так, вот он какой-то такой.
Сейчас зеленым стоп. Все, уже будет перебор. Достаточно ярко-зеленый. Он возьмет все на себя. Точнее, не то, что на себя, но он будет равноценный как бы участник изображения, а мне бы этого не хотелось. Зеленый здесь должен быть подчиненным. Сложные оттенки сами собой как-то организуются, особенно если не мыть кисть каждый раз, но контролировать, чтобы цвет был уместный, чтобы он вот доли секунды раз проверили, работает или нет. Если не работает, поправили, уточнили оттенок или поискали ему другое место. Вот если жалко краски, вот я тут много взяли где-нибудь, чуть-чуть усложнили. Кстати, про усложнение, про вот эти не до бесконечности, когда слишком много оттенков на микроуровне на квадрате, получается такая какофония местная. 2, 3, 4 оттенка, 5 уже перебор, 5 уже многовато, а когда их более 5, мозг не понимает, что происходит, видит, что слишком много оттенков, ему там неинтересно погулять. Не мозг, а взгляд. Все-таки сюда теплого чуть-чуть нужно дать. Нюша, ты пришла. Давайте я подсажу. Вот Нюша помогает все время рисовать. На окне тут сидит. Нюша, поздоровайся. Здрасте, здрасте. Все время сидит тут, смотрит, что я делаю, потом засыпает и может спать рядом часа 3. Это наша старшая кошка. У нас 2 кошки. Нюша и Стеша. И лабрадор Грейс. А также, вот если слышите, 2 птички, зебровые амадины, очень смешные. Мы их чипиздриками называем. Они пищат, как резиновые игрушки. Так. Вот чем отличается моя текстурная паста от сонета. С сонетовской мы бы сейчас ножом сняли до белого. Здесь же моя немножко текстура более шершавая,
на микро таком уровне, и в нее первый пигмент впитывается, не впитывается, а в микро вот эти вот, как же это, в микропоры входит, и уже до белизны так не снимешь, если только смывать мастихином. Вот поэтому я вынужден со своей, нет такой в продаже, может импортные какие-то есть, не грубая и не гладкая, как у Сонет, а именно вот такая средняя. На таком грунте писать хорошо и как бы и все остальное делать. Так, вот тут что-нибудь. Да, вот здесь можно какой-нибудь небольшой вот такой овальной кистью, они тоже продаются. Какие-нибудь зеленые бутончики возьму, все-таки травяной, чтобы не выделываться. Травяная краска очень яркая, поэтому гасить ее возможно дополнительными красками, в частности черный, краплак. Так, вот бутончиками зелеными пора вот сюда сделаю, и наверное посажу, чтобы понизить. Единственное, треугольник, чтобы не получился, опять же, провал регулярности, чтобы не было вот сюда вот как раз прикрою это место, которое неохота дорабатывать, прикрою его немножко вот таким бутончиком. И свет ставим. Свет чуть теплее, чуть светлее. На солнце все это более яркое, но у нас тут солнца нет, поэтому спокойные контрасты, такие не очень заметные. Но прищурились, контрасты должны остаться. Вот опять же такое одно из распространеннейших особенностей начинающих — работать на малых контрастах. То есть ему кажется, едва он там сделал светлее, человек видит, на близком расстоянии этот контраст замечает, его все это устраивает, а отошел, и контрастов нет. То есть отошел чуть дальше, они исчезли. То есть мы проверяем расстоянием или прищуриванием. Прищурились, посмотрели, чтобы контраст тональный и температурный был приличный, заметный. Контрасты наши все. Не помню, кто сказал в масле, про масло. Может, и я скажу. Так. Но до разумности контрасты. Вот, например, нижнюю часть нельзя делать очень темную. В данном случае цветы, там что-то вот подсветка будет его подсвечивать сильно. Если в темном месте, где-то в углублении, вот эта часть может быть темной. То есть мы всегда помещаем объект в пространство, и с учетом этого пространства, с учетом отражения делаем в тени, я сейчас о тенях говорю. Так, меня устраивает, нормально. Можно также спецэффект какой-нибудь, там что-то вот такое взять, посадить, красненьким тронуть, вот, хорошо. И опять же вот берем вот эту плоскую, можно побольше, поменьше, неважно. И пару усов обычно у них торчит. Гасим зеленочку, гасим черным, гасим градиент. Так, смотрим, чтобы не повторялось. Так, вот куда-нибудь вот сюда. Еще не было ничего. На угол не показывает. Вот так, раз. Потом. Вот намек сюда. А здесь можно прям пустить, и это хорошо, прям на цветок, опять же, связать их. Объекты. Вот куда не жалко, вот сюда не жалко. Вот раз. И второй ус. Вот пускай сюда идет. И еще несколько маленьких у них бывает. Не говоря про вот эти палочки, про стволы. Стволы не рисуем. Полчаса осталось. Стволы не нужно. Зритель их домыслит.
Но если совсем уж нужно, вот прям просится, тогда уже можно сделать намек какой-нибудь таким красновато-зеленым, поставить кисточку, закрыть один глаз, найти центр. Очень часто ошибается начинающий, да и не начинающий, косо. Именно вот проверяется, поставится на общую ось, на середину, физическую серединку, и примерно вот здесь он намечаем. Повторюсь, не обязательно. Мозг прекрасно без этого, мозг наблюдателя прекрасно без этого обходится. Все это домыслит, а лишние привязки к натуралистичности ведут дальше и дальше. Нам сейчас нужно сюда приделать лист, и все, и покатило, поехало дальше. Так что это делать мне не всегда нужно. Просто вот эта стилистика именно такая. Это цветное организованное пятно на стене. Оно не обязано быть детальным, натуралистичным. Часто даже наоборот, оно чем больше произвольное, тем как-то лучше в современный интерьер и заходит. Зацепился хороший цвет, чуть-чуть тиражирую. Белого здесь, как видите, нет в чистом виде. И, то есть, это, еще раз говорю, не разбеливаем картину. Белый, вот смотрим, вот вроде чисто белый остался, вот нету такого. Все равно цветы читаются как белым. Если тут много было белого, было бы, не всегда с этим справляется художник. Очень часто картина белесая, жесткой становится. А поскольку тут такой момент не технический такой, поскольку здесь большой процент светлых красок, то и выбеливать не нужно. Все равно картина светлая остается, несмотря на то, что как бы белый цветок мы пишем далеко не белыми красками. Все равно читаются как белый. Картина не давит, не грузит. Вот если было большой процент темного, нам бы, возможно, и пришлось бы, чтобы картина не читалась как очень темной и мрачной, какие-то пойти на крайние меры вплоть до белильности на участках. Но здесь такой случай, что этого не нужно делать. Так. Вот можно чуть-чуть по торцам ударить. Опять же, помните, не помните, а чувствуете, какой предмет торец свой зажгет, загорится свет, какой не загорит. Вот здесь нечему гореть. Тут может кончик загореться. Вот здесь чуть-чуть может вот это место загореться. Да и все. Вот здесь, вот тут обязательно загорится. Зажжется торец. Вот здесь. Тоненький, смотрите, это зависит. Если тонкий лепесток, тонкий лист, чем тоньше лист, тем тоньше вот этот вот блик. У пионов они такие достаточно грубые, поэтому торец может гореть так хорошенько, заметно. Так. Так, вот это мне не нравится невнятное место, чуть-чуть я его сейчас подрежу. Кисточка, китайская кисточка, немножко некачественная.
как торец, так еще бывает темный торец. Вот это не все показывают, но это... То есть, смотрите, вот здесь может быть тень пойти. Ну, не торец, а именно тень виднеться. Вот тут чуть-чуть может быть. Серединку, кстати, можно тоже каким-нибудь красноватым сделать, красновато. Ну, вот такой сойдет. То есть не торец, а вот теневой у листа тоже может быть. Вот, ну вот тут можно тронуть. Вот здесь неохота, я уже не попаду. Ну все, наверное. Время, по сути, у меня есть, но я просто не хочу видео затягивать. 2 часа это для такого размера, да, а размер 40 на 50, да, 40 на 50, этого вполне достаточно. В принципе, этого времени 2 часа хватит, например, и 50 на 70 забить. Ну, может, чуть меньше качества, но если так это активненько взяться, то размер особого значения не имеет. Более того, лишнее время может засушивать работу. Вот часто я очень замечаю, когда много времени, особенно когда стараешься, пишешь на заказ, работа ухудшается, там уже, когда там 4-5 час пошла работа, она вот уже такая излишне детальная, много деталек на квадрат, ты незаметно это делаешь неосознанно, как бы. И часто бывает не очень хорошо. Лучший враг хорошего. Посмотрели, нормально, отдохнули. Лучше завтра потрогать, если там что-то заметите. Очень часто картина переживается, вот не знаю, такой, но это из психологии. Тебя что-то не устраивает, если вот это меня не устраивает, еще немножко терпит, лучше оставить как есть, а на следующий день, если вот это чувство осталось, тогда поправить, ну или к концу работы поправить. Очень часто приживается, вот, ну не знаю, что это происходит, но вот то, что тебе казалось не очень хорошо, как раз таки остается как хорошее, потом вот такая случайность какая-то, недоработка, или мазок какой-нибудь грубый, или еще какой-то. Вот, так что имейте это в виду, это свойство, не нужно все время бросаться на исправление. Это если уже очевидно что-то нехорошо, тогда нужно. Когда очевидность этого невысокая, тогда можно оставить. Когда много копошишься, ну вот, как вот, например, здесь перебор по деталям, тогда может и много копошишься, грязь, всегда ухудшение. Лучше оставить свежесть участка, чем много раз пытаться его как-то починить. Так, вот тут я что-то испортил. Вот так, хорошо. Так, сейчас сфотографирую, проверю, потому что хоть я и опытный достаточно художник, ошибка на ошибке, потом смотришь, иногда очевидного не видишь. Сейчас быстренько сфотографирую на что-нибудь. Так, дай-ка мне. Так, телефончик. Пестровато, вижу, пестровато. Вот тут теней не хватает.
хватает. Пестроту это я сейчас уложу. Вот кое-где. Так, что еще видно? Да, и вот тут деталей не хватает. Вот такое место. Вот, и не видел. Вот прям голое место. А на фотографии это очень хорошо заметно. В зеркало, повторюсь, переворачиваем, кому-то это помогает. А сфотографировать, отзеркалить тоже очень хорошо. Так, ну вроде. Так, уже ерунда какая-то пошла. Так, и то, что я говорил пестровато, вот, по крайней мере, на маленьком экране заметно, вот можно чуть-чуть, прям пустой кистью чуть-чуть. Или даже вот так вот, кстати, как вариант, можно вот так вот перенести. Когда мы двигаем, мы вот эти микро вот эти вот ударчики переносим друг на друга. Это как штамповочка такая, и успокаиваем. Так, буду я заканчивать. Час 40 прошел. Итоговый вариант, возможно, чуть поправлен. Если я завтра что-то увижу, может, такой мазочек сделаю, но вероятность небольшая. То есть практически это этот же вариант вы сейчас и увидите. Вот. Вот такой этюд. Смотрите, быстро, эффектно. Да, повторюсь, кисти в описании. Пока по старым ценам на лето 2001 года. Так, все, вот и белила как раз таки закончились. Так, ну и ладно, все, пойду я гулять с собакой. Все, счастливо.